Температура у нас сегодня 10 градусов. Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 2 февраля 2020 года. Зимы в этом году, скорее всего, что и не будет. Температура 10 градусов, снега нет. Сегодня вот такая погода. Немножко солнышко проблескивает, немножко дождик капает. Некоторые пчелки, некоторые семьи пытаются даже облетаться. Вот. Клубы такие рыхлые. Такая погода способствует тому, что пчелки больше поднимаются наверх и больше потребляют корма. Ну, пройдем, посмотрим состояние семей. В принципе, у меня зимуют нормально. Единственное, что немножко ближе к верху. Пришлось им что-то там подкладывать сверху, на всякий случай. Ну, пройдем, посмотрим. Здесь у меня зимуют две семейки с маточками, от которых я буду прививаться. Здесь у меня маточка искусственного семенения, семейка. Семейки слабенькие такие, слабенькие. Тут раз, два, три, четыре, пять улочек. Вот, ну вот тоже под верхом. Они как были тут, чуть-чуть поднялись. Ну, слава богу, они в одном месте. Клуб более-менее плотненький, не растянулся, расплода нет. Ну, пусть зимуют. Так, посмотрим следующую семейку. Здесь маточка из Германии, тройзик 1075, островного спаривания. Так, что здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая улочка. Вижу, тут не вижу. Ну, тоже вот в таком состоянии. Пусть зимуют. Позже мы им тут что-то будем подкладывать. Тут еще чуть-чуть назад. Это на украинских рамках. Они зимуют. Украинская рамка. Ну, я рассказывал, что в следующий раз я буду верхние литки полностью закрывать. Тогда клуб больше к низу будет собираться. Меда тут рамки полномедные. Полностью. Но они собираются между верхним и нижним литком. И потом чуть-чуть приподнимаются наверх. Хотя мед остается внизу у них. Вот здесь я показывал семейка месяц назад. Они были сверху еще больше. Вот я им подложил рамочку. Сейчас посмотрим. Вот. Вот тут у них даже они чуть-чуть больше расползлись. Но, ну как, зимуют. Я думаю, что нормально они перезимуют. Но просто вот в таком состоянии. Конечно, таким семьям надо что-то подкладывать. Что есть под рукой. Там спрашивают, что лучше. Я как бы и для себя сделал вывод. И всем отвечаю. Лучше то, к чему пчеловод привык, и то, что есть под рукой. Есть севший мед, можно севший мед. Есть лишние рамочки, такие более-менее полномедные. Рамочку можно подложить. Можно и канди делать. Ну, канди надо изготавливать, перемолоть пудру или где-то покупать мед. Это все мешать. Ну, то есть, кому что удобнее. Так, здесь посмотрим. Здесь две семейки у меня зимует. Вот тоже поднялись наверх, и уже вот видно снизу, там где-то они что-то подъедают на рамочке, и даже вот чуть-чуть пробуют сверху. Вот. Ну, меда им тут хватит, меда им достаточно будет. Я имею в виду до весны. А весна, когда уже придет, ну что, еще чуть-чуть. Так, следующую семейку смотрим. Вот такая слабенькая семейка. Тут я им канди давно уже подложил, но видно, канди они еще не добрались. Еще пока с этой стороны, ну тоже под верхом. Так, пусть лежат. Утепления как такового нет, это тут по пару холстиков лежит у меня. В этом году утепление буду ложить уже, когда появится расплод. Ну, дай бог, чтобы он появился ближе все-таки к весне, а не среди вот так зимы. Так, тут смотрим. То же самое, тут рамочку я положил. То же самое, вот одна пчелка уже наверху, а то вот впереди там чуть-чуть поднялись к этой рамочке. Ну, меда, я говорю, им хватит тут. В крайнем случае мы что-то сюда потом можем позаливать в эти ячейки. Ну, ближе уже к весне после облета. Так, ну ладно, пройдем там посмотрим. Значит, тут такой еще нюанс. Поскольку такая у нас в этом году теплая зима, я вот хочу показать, что в этом году у меня зимовка проходит полностью с открытыми нижними литками. Стояла тут у меня защита от мышей каждую зиму, но дело в том, что вот таким вот образом закрыто. В этом году я это полностью открыл. Ну, спрашивают там за наличие мышей. Мышей у меня на пасеке нет.
По причине, что я вовремя им раскладываю в различных местах подкормку специальную, да, чтобы они кушали и пропадали. И мышеловки расставляю в различных местах, поэтому мышей тут нет. Тут другое. Надо, чтобы вот этот нижний литок не перекрывался. Зимующие пчелки, если пропадают, там периодически надо чистить. Вот я показываю. Ну, тут я чистил недавно, поэтому, не знаю, там немножко крошка, вот видно. Вот такая крошка. Вот. А пчелок там практически нету. Вот. Ну, чтобы вот эта крошка и погибающие пчелки не перекрыли здесь, то вот я убрал даже защиту от мышей. И еще один нюанс. Значит, при начале зимовки обычно тут они запрополисовывают все, оставляют маленькие дырочки, что не дает возможность ни почистить там, и эти дырочки быстро забиваются, сырость, появляется сырость. Поэтому что? Поэтому я ножом обычно в начале зимовки еще вот таким вот образом убираю эти прополисные мостики, которые они тут понастроили, чтобы здесь было полностью, значит, доступ туда, чтобы можно было почистить. Вот это вот такой нюанс я тоже хотел рассказать. Это тоже как бы способствует лучшей вентиляции. Позже может появиться расплод, чем бы вот оно было там закупорено. Тут у меня лежаки на додановскую рамку. Попробуем посмотреть, что здесь делается. Тут тоже я по рамочке им положил. Ну, тут отдельные пчелки вышли, но это даже вот не есть еще живая пчелка. Там им еще меда хватит, я не знаю. Хватит их. Ну, это я так на всякий случай положил, чтобы потом весной, если вдруг где-то не смогу вовремя подъехать, то чтобы у них... Так, здесь посмотрим. То же самое, рамочка есть. Вот некоторые только выходят наверх, там пробуют. А так все под низом. Там еще меда им предостаточно. То есть эту рамочку можно было не ложить. Но я говорю, я всегда, ну, как бы, я привык перестраховаться. Лучше пусть останется у меня мед и пчелы, чем потом я буду думать, по какой причине они пропали. Вот видно летают. Вот видно летают пчелки. Вот, вылетают, пробуют облетываться. Ну, такая погода, конечно, этому способствует. Так. Вот в этом улье зимуют две семьи. Я показывал еще с осени, как я пересаживал тут с отдельного маленького ульяка вот в левую часть тоже небольшую семейку. Через теплую сплошную перегородку зимуют. Тут был вопрос, и всегда вот говорят, что канди, если рано его раскладывать, провоцирует, что поднимаются к этому канди, начинают потреблять его и бросают мед. Вот я хочу показать. Месяц назад мы снимали, вот здесь отдельно были пчелки. Так вот они отдельно и есть. Канди еще они не трогают. К нему только-только добираются. Вот как были они, так и есть. Ну, чуть-чуть выше поднялись. Чуть-чуть выше поднялись. Вот теплая перегородка стоит. Я показывал, как мы ее устанавливали. Вот сейчас вторую семейку посмотрим. Так, вот вторая семейка. То же самое, вот канди. И если вот с этой стороны показать, что канди они не трогают. Пчелки отдельно, вот видно. Пчелки отдельно, а канди отдельно. Так что, если правильно это все сделать, ничего он никак не провоцирует. Надо будет им или не надо, это большой вопрос. Есть такие семьи, что они его даже не трогают. То есть хватает у них там корма. Но на всякий случай, когда вот у них пойдет расплод, а мы не знаем при такой погоде, когда это произойдет, он будет как подстраховка. Вот. Так что вот таким вот образом. Ну и тут у меня там пару холстиков. Вот так вот. Так что вот такая зимовка. Вот такая у нас зима. Не знаю, там некоторые мне пчеловоды звонят, говорят, что попропадали семьи. Конечно, да, есть такие проблемы, причины, много причин может быть. Вот если пройтись по основным причинам плохой зимовки пчел, среди главных причин, это я для себя, так считаю, для себя.
Значит, первая обработка от клеща ворва. Надо уделять очень серьезное внимание. В свое время я такого серьезного внимания не уделил. И было так, что вот однажды у меня в конце лета зароилась одна семья. Вышел рой. Рой я этот поймал, посадил и начал рассматривать, в чем же причина в конце лета роения. Что это за роение? Оказалось, что семья сильно заклещеванная была. Как тот остаток семьи, который остался там, очень много клеща было, так и в этой семье, которая улетела с маткой. Вот, так вот я для себя сделал вывод, что они убегали таким образом от клеща. Вот, по-другому они ж не могут избавиться от клеща. Вот. Первый случай, первый момент. Очень хорошо надо обрабатывать от клеща. Я обрабатываю себя, ставлю осенью после последней откачки 3 вида различных полосок с интервалом через 3-4 недели. Дальше обрабатываю либо бипином, либо бисонаром, проливаю по рамочкам. Общее время обработок длится около 3 месяцев, получается. Летом стараюсь, если получается, вырезать на строительных рамках трутневый расплод. Благодаря этому убирается клещ, которого не достали эти препараты. К препаратам клещ постоянно адаптируется, привыкает. Вот, вырабатывается у него резистентность. Это что касается клеща. Следующие причины идем. Недостаток кормов. И другая причина. Кормов может быть достаточно. Ну вот я в предыдущем видео показывал, что неправильно формируется клуб. Клуб формируется между верхним и нижним литком, ближе к верху, поднимается наверх и где-то чуть-чуть в сторону смещается в какую-то, и там и остается. Бывает такое, что на центральных рамках или на рамках, где последний расплод выводился, очень мало корма. Там пчелки поднимаются наверх и все. Корм закончился, перейти они не могут влево-вправо, когда морозы, когда холода, и все, тоже пропадают. То есть клещ и корма, ну корма не просто недостаток, а может быть достаточно кормов, но неправильно размещены эти корма или неправильно сформировался клуб. Вот. Ну и потом идем. Сырость в улье, недостаток вентиляции, это тоже способствует различным заболеваниям. Маленькая сила семьи, что они не могут сформировать достаточной силы клуб и набрать там определенную температуру. Некачественные корма, падь, заболевания различные, но это дальше. То есть причин плохой зимовки может быть очень много. Это все, конечно, если пропадает семья, надо анализировать. На будущее этого не повторять. Ну вот вкратце, что я хотел рассказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.